Проект нового безопасного конфайнмента находится на финишной прямой. В октябре на площадке НБК завершены работы по внешней и внутренней обшивке НБК. Продолжаются подготовительные работы и испытания системы основных кранов. Специалисты фирмы «Наварко» ведут работы по монтажу анкеров, герметизации и герметизирующей мембраны. Продолжаются работы по устройству гидрометеостанций. Практически завершен монтаж трубопроводов противопожарной и хоз питьевой воды. Устройство дорог и тротуаров в локальной зоне на стадии завершения. Стоит отметить, что НБК – это не только арка с необходимыми обеспечивающими и вспомогательными системами. В новый безопасный конфайнмент входит технологический корпус, в котором располагаются участки дезактивации, фрагментации и упаковки, саншлюзы, мастерские и другие технологические помещения. Это грандиозное сооружение объемом около 4 миллионов кубических метров в скором времени будет эксплуатировать персонал ЦУ НБК. Начальник цеха Сергей Поплыгин рассказывает о текущих работах, которые выполняют специалисты цеха на этапе ввода НБК в эксплуатацию. В преддверии предстоящей передачи объекта заказчику и начала опытно-промышленной эксплуатации, которая, согласно теперь уже 11-й редакции графика, предполагается после 25 мая 2018 года, в период с марта по июль месяц этого года нам удалось добрать персонал, эксплуатационный персонал цеха в количестве 16 человек. Этот персонал будет эксплуатировать данный объект. Персонал изучает документацию, само оборудование по месту, принимает постоянное участие в тех испытаниях, которые проводятся на площадке, индивидуальные испытания по инженерным системам, оборудованию, коммуникациям и так далее. В том числе были приняты 2 высококвалифицированных специалиста, машинисты крана. Сейчас принимают активное участие в испытаниях грузоподъемных механизмов. Буквально сегодня проходит испытание системы основных кранов на предмет раскачивания траверса. Планируется подача анкеров герметизации на кровле блока В. И, собственно, данные специалисты в будущем будут уже принимать непосредственное участие в предстоящем в 2018 году реализации проекта по пилотному демонтажу фермы усиления южной кровли объекта укрытия. Для устройства пенного пожаротушения кровли маршзала 4 блока перед подрядчиком стоит задача демонтировать 3 пролета легкой кровли размерами 12 на 50 метров. Всего необходимо демонтировать 51 элемент размером 12 на 3 метра. На сегодняшний день, после пробования различных методов фрагментации, реза этой кровли, подрядчик уже выполнил демонтаж 6 таких панелей. Надвижка арки НБК в проектное положение над объектом укрытия существенно ограничила поступление атмосферных осадков внутрь объекта. Для сравнения, количество откачанных из объекта укрытия радиоактивно загрязненных вод за первое полугодие 2017 года уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом в среднем более чем в 4 раза. После завершения герметизации мест примыкания арки НБК к конструкциям объекта укрытия и второй очереди ЧС под аркой будет установлен равновесный температурно-влажностный режим. Соответственно, ожидается еще более существенное уменьшение объемов РЗВ, образующихся внутри объекта укрытия. Снизился выброс радиоактивных аэрозолей через неплотности и щели локализующего сооружения объекта укрытия. Это обусловлено тем, что после надвижки арки устранено прямое воздействие на объект укрытия солнечных лучей и ветра, которые способствовали образованию конвективных воздушных потоков внутри объекта и выносу за его пределы радиоактивных аэрозолей. Так, суммарный неорганизованный газоаэрозольный выброс из объекта укрытия за первое полугодие 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизился более чем в 3 раза. Что касается эксплуатации объекта укрытия, что поменялось после надвижки арки. В рамках реализации проекта реконструкция главного корпуса второй очереди ЧАЭС, ну или проще говоря, ограждающий контур НБК, был выполнен значительный объем демонтажных работ, который сопровождался дополнительным пылеобразованием. При демонтаже отдельных строительных конструкций возникали дополнительные воздухопотоки, которые способствовали переносу радиоактивной пыли как в окружающую среду, так и в подкровельное пространство ЦЗ-4. По анализам ИПБ АЭС в августе-сентябре 2017 года отмечалось увеличение активности приповерхностного слоя воздуха вокруг НБК и газоаэрозольного выброса через байпас СВГ в НВТ. Для предотвращения вероятности превышения установленных контрольных уровней радиационной безопасности и поддержания достигнутых
учета уровня радиационного благополучия на промплощадке АУ было принято решение провести работы по закреплению образовавшегося дополнительного количества радиоактивной пыли с целью исключения вторичного пылеподъема с поверхности в подкровельном пространстве с использованием МСПП. В течение эксплуатации объекта укрытия из-за неплотности самого защитного сооружения в ходе выпадения атмосферных осадков, а также выполнения пылеподавления, пылезакрепления, на нижних отметках объекта укрытия образовывались скопления радиоактивно загрязненных вод. После надвижки арки, ввиду прогнозируемого ограничения поступления таких вод, на основании выводов и рекомендаций ГНТЦ и АРБ, в том числе было принято решение с периодичностью 1 раз в месяц проводить уровни таких радиоактивно загрязненных вод. Были выбраны 7 помещений на отметках от 0 до минус 2,6 объекта укрытия. С октября месяца 2016 года такой контроль выполняется. В целом можно сказать, что уровень воды в данных контрольных точках имеет тенденцию к снижению, пока незначительного. Но мониторинг будет продолжаться. Не стоит забывать, что персонал цеха эксплуатации объекта укрытия и нового безопасного конфайнмента продолжает успешно выполнять работы по обслуживанию отопительных котельных, находящихся в ведении цеха. Цех обслуживает 5 электрокотлов по 5 зданиям. Это сам пропускник 1430, большой закрытый отапливаемый склад на малой стройбазе, электрокотельная АКАУ, а вместе с ней обогревается здание АТК, ЦРТК и ИЛК, также АБК ЦПА. И вот возникла такая же точно проблема по новому безопасному конфайнменту. Для обеспечения его необходимым теплоснабжением было принято решение разработать и реализовать проект по строительству резервной электрокотельной НБК. Сзади меня видно 2 здания, которые уже возведены. Это трансформаторная подстанция, второе непосредственно сама электрокотельная. В электрокотельной предусмотрены 3 основных рабочих котла по 1,2 мегаватта, а также 1 резервный на 1,4 мегаватта. В настоящее время работы в разгаре, ведется обвязка оборудования, котлы, трансформаторы смонтированы. Планируемый срок ввода в эксплуатацию, согласно графику, конец ноября этого года. В ходе выполнения демонтажных работ в рамках проекта «Ограждающий контур» нового безопасного конфайнмента, в связи с тем, что Буряковка в 2016 году исчерпала свои свободные объемы по приему ТРО, ГСПЧС принял ряд технических решений по организации временного хранения ТРО как в Машзале 4-го блока, так и на территории промплощадки. В течение октября-ноября месяца остается время выполнить все мероприятия, которые были предусмотрены данными техническими решениями. На сегодняшний день завершен вывоз крупногабаритных железобетонных конструкций с территории склада графита. Наводится окончательный порядок. При необходимости дезактивация для приведения данной территории в изначальное состояние с точки зрения поверхностного загрязнения. Что касается Машзала, подрядчик выполнил пылезакрепление, как это было предусмотрено техническими решениями складированных ТРО, и укрывает брезентом. Согласно условию контракта НБК, подрядчик имеет право предоставить к рассмотрению, а заказчик рассмотреть отдельные части передачи объекта. Такая передача по отдельным пакетам уже началась. Всего существует 29 пакетов по интегрированной системе и 23 по территориям и основным конструкциям НБК и вспомогательным сооружениям. До сегодняшнего дня подрядчикам были предъявлены 12 таких пакетов. 5 из них уже приняты с незначительными недоделками, 7 из них отклонены. Причины отклонения – это либо серьезные недоделки, либо отсутствие проведения испытаний и так далее. Но, собственно, перед персоналом заказчика, я имею в виду таких подразделений, как ЦО НБК, Электроцех, строительная служба, цех ТАЭ, ЦРБ и так далее, стоит головная задача на этом этапе детально прорабатывать ту документацию и те работы, которые уже выполнены, то есть документацию на те работы, которые уже выполнены, сами работы, чтобы своевременно выявить все недоделки в ходе процесса приемки передач.
После передачи НБК заказчику и ввода в эксплуатацию интегрированной системы управления, в состав которой входят системы контроля радиационной безопасности, сейсмического контроля, электроснабжения, контроля состояния строительных конструкций, системы поддержки эксплуатации, в том числе системы обращения с жидкими радиоактивными отходами, а также технологической системы обращения с радиоактивными отходами и топливосодержащими материалами, обеспечивать ядерную и радиационную, а также общепромышленную безопасность НБК будет минимальное количество оперативного персонала.